Всем известная крапива двудомная. Растет вдоль заборов, по дорогам. Ну, в лесу не знаю, но если вы встретите, это довольно-таки распространенное растение возле жилья. Это кровоостанавливающее, во-первых. Во-вторых, очень витаминное средство. Можно в походе бросать в суп, и вы всегда будете полны сил и энергии. Только рвутся молодые побеги крапивы. Сантиметров 10-15, вот такие. Для того, чтобы крапива вас не обожгла, при обработке полейте ее кипяточком. Как вы думаете, что это за полотно в пайетках? Да-да, это паутина. Смотрите, вся паучья работа по маскировке своей сети безуспешна. Прошел дождь, семена посыпались с дерева, и видите, какая природная ткань образовалась. Не могла пройти мимо, сняла. Вот, ребята, конский щавель здесь же растет, и вы его встретите на пустырях. Довольно-таки распространенное растение. Возле водоемов растет. И вырастают такие цветоносы у него, тоже с круглыми семянными дольками на верхушке. Все усыпанное. Вот эти семена как раз-таки используются при лечении от ожогов. Нужно их собрать, отварить, намочить в них полотно, и из этого полотна сделать компресс на больное место. Компресс менять и дать ожогу подсыхать между компрессами. И, конечно же, в лугах вы найдете красный клевер. Но вот этот пока не цветет, но он зацветет в скором времени. Срывайте цветки красного клевера, заваривайте в чай, проходит головная боль. Красный клевер решает проблемы сердечно-сосудистой системы, расширяет капилляры, очищает их. Поэтому это очень полезное растение. Я его специально посадила у себя в палисаднике. А кроме того, посмотрите, вот пастушья сумка, неприметная, но растет везде, очень полезное растение. Спасет вас от желудочно-кишечных заболеваний, от расстройств. ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. Вот такая она, пастушья сумка. Непритязательная, невысокая растеница. Растет обычно группками на пустырях. Само сеется. Вот, друзья, чистотел. Очень полезное растение. Относится к условно ядовитым, если вы его будете не знаючи применять. Пить, конечно, его не надо. Если принимается внутрь, строго дозируется по назначению врача. Ну, а наружно применяется для дезинфекции и для исцеления от ран, бородавок, папиллом. Вот. Это чистотел. И он растет, цветет. Также вы его можете встретить. Но не ошибетесь, это именно чистотел. Видите, у цветка 4 лепестка. Достаточно крупные, сантиметра 2-3 в диаметре цветки, и такие резные листики, похожие на дубовые. Но очень мягкое растение. Если вы надломите стебель, то из него будет вытекать млечный сок, который быстро окрашивается в оранжевый цвет. Вот этим соком и мажут все неликвидности на коже. Вот на этом склоне вы можете видеть, как много здесь чистотела и конского щавеля. Не забывайте, что конский щавель тоже спасет от ран. Это хорошее средство, которое знали еще наши предки и использовали его. И он все время попадается нам на глаза, как бы говоря: не забывайте про меня, я вам пригожусь. А вот ива.
Здесь оно растет как большое старое дерево с развесистой кроной. Деревья эти подрезались неоднократно, но они все равно тянутся к солнцу. И ива очень полезное дерево. Почему? Потому что ее кора, веточки используются для лечения простудных заболеваний. Если вы заболели в походе и у вас нет аспирина, воспользуйтесь отваром из веточек и листьев ивы. Ну, а если удастся коры ивы, но не вот этой омертвевшей части, а то, что еще живое внутри. Вот. Но я не советую дерево ранить. Лучше просто набрать молоденьких веточек и заварить из них чай. Вы тут же пропотеете и почувствуете себя гораздо легче, а на утро будете совершенно здоровы. Лопух большой. Вот под этой старой ивой растет лопух, но он везде растет. Если вы увидите это растение, вы ни с чем его не перепутаете. У него очень огромные листья. В детстве мы просто их срывали и накрывали голову листьями, изображая мексиканские шляпы. Ну и впрямь, если вы где-то находитесь на солнце долгое время, можете просто даже под шляпу положить лист лопуха, и он не только защитит вас от палящих солнечных лучей, но и спасет от головной боли, если таковая у вас вдруг возникнет. Вот. У лопуха съедобные все, и листья, и корни. Если у вас раны, царапины, порезы, лопух не хуже, чем подорожник, поможет вам залечить. Кроме того, он обезболивает. Если натруженные суставы, оберните лопухом. Если вы где-то идете в походе, положите на поясницу, и вы будете спасены этим великолепным растением. Ну, а корни выкапывают у молодых однолетних растениях. Вообще это растение двухлетнее. И корни копаются глубокой осенью, когда вся природа уже замерла и ждет снега. Вот тогда вы можете корни выкапывать. Заметьте растения, которые стоят без семенных коробочек и цветоносов. Вот там и копайте. Это лопух однолетний. Там будут сочные корни, которые запасли на зиму питательные вещества. А лопух, который дал семена, это уже старый лопух, и он, скорее всего, на будущий год уже отомрет. Вот, это очень полезное растение, кроме веществ, которые в нем содержатся и необходимы нашему организму. Вот стайка одуванчиков на лужайке. Смотрите, как привлекательно они выглядят. И вы, конечно, их найдете везде, возле водоемов, в лесу, вблизи обжитых каких-то населенных пунктов, а то и просто на сопках. Это очень полезное растение, обладает желчегонными свойствами, гонит желчь, вообще лечит весь этаж. Желудок, печень, желчный пузырь, поджелудочную железу. Это очень-очень полезное, знакомое издревле растение. Используют все. Из цветков варят варенье, из листьев. Листья добавляют в салат. Горьковаты, но если вы их вымочите минут 20 в подсоленной водичке, горечь уйдет. И, пожалуйста, кладезь витаминов и минералов. Ну, а осенью выкапывайте корни. Или ранней весной, когда еще розетка листьев только-только начинает выглядывать из-под земли. Вот тогда можно выкапывать корни, сушить их, делать из них народный кофе. Можно просто заваривать как чай. Уверяю вас, я пробовала, ничуть не хуже, ничуть. И вот тут рядом в зелени спрятался подорожник.
или как мы его в детстве называли, султанчиками или солдатиками, и боролись, чей солдатик победит. Ну, вы, наверное, тоже в эту игру играли. Очень полезно от ран. Листья также можно добавлять в салат. Вы получите целый кладезь витаминов, микроэлементов, необходимых нашему организму. Вот. И от ран, всевозможных ссадин, царапин, это самое лучшее средство. Просто вымойте лист, протрите его между пальцами, приложите к ранке и накройте вторым чистеньким листом. Вот вам готовая повязочка. Ну а сверху можете просто завязать носовым платочком. К утру от вашей ранки не останется и следа. Если у вас возник вопрос, что это за мелкая травка, которая пробивается повсюду, это звездчатка. Вот. Или иначе ее называют мокрица. Ну, мокрица, потому что если вы засунете руку, то увидите, что она изнутри как бы сохраняет росу. Вот такое очень влагоемкое растение. Кстати, используйте ее как салат. Растет абсолютно даром, ничего не стоит и очень-очень полезная. Полезная для желудочно-кишечного тракта, а также по последним сведениям и от онкологии. Она предотвращает ангиогенез, то есть образование кровеносных сосудов, питающих опухоль. Так что, ребята, ну просто, если вы погрузитесь в эту природную мудрость, то поймете, что все лекарства находятся у нас под ногами. И я бы даже сказала, что это не лекарство. Просто питайтесь правильно и знайте то, что можно есть, а то, что есть, не рекомендуется. А это, друзья мои, бадан. И если вы знаете, что это бадан, трава, мимо которой вы проходите, кстати, цветет очень красиво, такими розовыми соцветиями на высоком цветоносе. Так вот, это от желудочно-кишечных расстройств, лечит даже дизентерию. Замечательное растение. И вот это замечательное растение, друзья мои, теперь растет у меня в палисаднике. А когда-то давным-давно мы ходили за брусникой на сопку Облачная. Это высокая-высокая гора, и там водятся медведи. Так вот, там этого бадана было видимо-невидимо. И с нами был один товарищ, он набрал целый рюкзак этого бадана, чтобы лечить свою дочку. И вы знаете, они поставили ее на ноги после дизентерии при помощи этого удивительного растения. Мало того, что оно целебное, оно еще архикрасивое. Поэтому пусть растет в палисаднике. Ну вот, дорогие друзья, это далеко не полный перечень лекарственных растений, которые вам могут встретиться в походе и очень вам помогут, если, не дай бог, вдруг вам станет плохо. Отравления, ушибы, ссадины, раны, растяжения. Все, что угодно может случиться в походе, и вам всегда поможет зеленая аптека. Поэтому потратьте небольшое время, чтобы познакомиться с нашей природой Приморья. И будьте здоровы! А с вами была я, Диана. Всем пока! Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вам это не сложно, а я буду знать, что я старалась не зря. Пока!